Всем огромный привет, меня зовут Рина, добро пожаловать на мой канал Гикси, и в этом видео я бы хотела поотвечать на некоторые вопросы и перерисовать старую работу, которую я рисую с 2016 года. Последний раз я перерисовывала ее в 2019 году, и интересно посмотреть на то, как изменился стиль и, возможно, какой-то прогресс или что-нибудь в этом роде, поэтому надеюсь, что вам будет интересно посмотреть на то, что получилось. Напишите в комментариях, если вы смотрели перерисовки предыдущих версий. Будет очень интересно почитать. И напишите, какая из версий вам нравится больше всего, какого года. Мне, конечно, нравится самая новая, потому что я думаю, что сейчас более актуальный какой-то у меня стиль, с которым я себя больше ассоциирую, чем мои старые работы. Но в этом видео я просто буду отвечать на некоторые вопросы, и это будет такое небольшое разговорное видео, поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Вопросы я буду брать из моего телеграма. Пост я делала очень давно, там ребята мне задавали вопросы, и я на них буду отвечать сегодня. Кстати, можете подписаться на мой телеграм-канал, иногда я там появляюсь чаще, чем на ютубе. Первый вопрос: как часто ты прибегаешь к тому, что приходится заставлять себя что-то нарисовать? Очень люблю твое творчество. Спасибо большое. Как часто я прибегаю к тому, чтобы заставить себя рисовать? Я думаю, не часто, потому что мне кажется, что рисование для меня, оно в удовольствие, и лучше всего у меня получается именно тогда, когда мне хочется что-то нарисовать. Думаю, заставляю я себя только если это какой-то проект для учебы. Сейчас у меня есть класс по живописи, по архитектуре, по современному искусству, и там нужно иногда заставить себя, потому что это домашка, по сути, да? Вот тогда мне нужно реально заставить себя. А если это просто для себя, для практики, то я рисую в последнее время редко, как раз-таки потому, что желания особо нет рисовать. И я думаю, это у многих так сейчас, как-то какой-то упадок творческих сил. Я заметила, мне часто про это пишут, что вообще нет сил ничего делать. Я вас прекрасно понимаю, у меня тоже так бывает, это нормально, мне кажется. Следующий вопрос: будут ли еще нарисуй в своем стиле? Думаю, да. И для тех, кто не знает, что такое draw this in your style, это когда художник рисует какую-то работу, и его аудитория перерисовывает в своем стиле. Если вы хотите, я могу организовать подобное. Напишите, какие у вас есть пожелания, может быть, какой-то конкретный персонаж, которого вы бы хотели видеть. У меня есть персонажи, может быть, кого-то из них можем нарисовать. У меня уже были подобные видео, можете посмотреть на канале с итогами предыдущих Draw This in Your Style. Так что я думаю, это было бы интересно сделать новую такую версию. Как приходит вдохновение? Очень интересный вопрос. Лично у меня вдохновение приходит очень часто просто из моего настроения, из моего окружения. Раньше, я помню, я очень сильно вдохновлялась именно музыкой и песнями. Сейчас такое уже редко бывает, но я думаю, что меня вдохновляют в целом визуальные какие-то вещи. Допустим, если я видела какую-то прикольную картинку в интернете, или я сегодня видела какой-то красивый пейзаж, и у меня какая-то мысль появилась. Вот это реально меня может вдохновить. И очень часто, даже просто полистав Pinterest или Instagram, я нахожу какие-то новые идеи и вдохновения, или из других работ, других художников. Я думаю, они тоже меня вдохновляют иногда. Следующий вопрос: влияют ли личные переживания на стиль и работы художника? Мне кажется, что работы художников — это напрямую отражение их внутреннего мира, и для многих людей это самовыражение, самореализация, поэтому я думаю, что, конечно, влияют. В моем случае я не очень люблю делать работы личными, на самом деле, потому что, это очень тяжело, мне кажется. У меня есть друзья-художники, которые очень часто рисуют что-то о себе и что-то личное. У меня такое не получается, потому что, я не знаю, я не очень люблю делиться прям какими-то личными переживаниями, потому что, мне кажется, люди видят мои слабости, это как-то не очень хорошо. Поэтому я люблю что-то придумывать, я люблю какие-то другие истории
использовать. Допустим, у меня есть класс по живописи, да, который я сейчас беру. Для тех, кто не знает, я учусь в американском колледже на 3-м курсе, и у нас такая, типа, современная живопись, и можно делать работы на любую тему. Многие мои однокурсники делают про свои травмы работы, допустим, или про свою семью, про своих друзей. Вот в прошлом году я делала иллюстрации книги, допустим. Последняя, которую я делала, это была «Алиса в стране чудес». Обожаю «Алису в стране чудес». И в этом году я пытаюсь как раз-таки сделать что-то более личное и выйти из зоны комфорта в этом плане, но я до сих пор не понимаю, как люди могут, настолько спокойно и открыто говорить о своих там травмах или о чем-то таком в своих работах. Потом еще это презентовать и так в деталях все это рассказывать я бы не смогла. Поэтому все это дело влияет, конечно, хотя бы даже подсознательно. Следующий вопрос. Как думаешь, что самое главное в скетче? Для меня скетч — это либо что-то такое, как стадик, то есть оно остается на этапе скетча и как зарисовка идеи. Иногда скетч — это начальный этап более большой работы. На мой взгляд, в скетче в данном случае самое главное — это запечатлеть основные формы, основную композицию, без каких-то деталей, не сильно углубляясь в это, потому что все равно это все дело будет сверху дорисовываться, допридумываться, и нет смысла тратить время в скетче на детали. Мне кажется, так. По крайней мере, меня так учили в художке. Я думаю, как и многих из нас. Следующий вопрос. Критерии идеальной работы для тебя. Не совсем поняла этот вопрос. Еще когда готовилась к этому видео, я думала об этом. Мне кажется, чтобы я считала свою работу идеальной, это невозможно. Как и многие художники, мне кажется, я достаточно критично отношусь к себе и к своему творчеству. И вообще, мне кажется, ничего идеального нет. То, что вот люди создают своими руками, очень тяжело сделать что-то идеально. Скажем так, чтобы я была довольна работой, это просто какое-то внутреннее ощущение, потому что, по сути, любую работу можно бесконечно доделывать, допридумывать, дорисовывать. Многие художники там 100-200 лет назад очень долгие годы писали одну и ту же картину, потому что можно бесконечно реально ее улучшать, и многие художники-перфекционисты. Не могу так, я всегда ставлю какую-то определенную точку, когда, окей, все, вот сейчас я считаю, что работа доделана, если я ею довольна, то обычно я ее опубликую. Но у меня очень много неопубликованных работ, как раз-таки, мне кажется, вот это мой критерий, то, что вот если я чувствую, что я хотела бы этим поделиться, возможно, я довольна. Но так, чтобы сказать, что она идеальная, конечно, такого нет. Тем не менее, я могу даже вот в чужих работах увидеть какие-то моменты, которые мне очень нравятся, и сказать: о, вот это идеально выглядит. Не знаю, напишите, что вы думаете насчет этого. Это сложный такой вопрос. Как ты пришла к такому стилю? Какой он у тебя сейчас? Ориентировалась ли ты на стили других художников? Да, конечно же, я вдохновляюсь очень сильно другими художниками, и мне кажется, что это совершенно нормально. Я считаю себя еще довольно-таки молодым автором, так сказать. Я еще пытаюсь понять, что мне нравится, что мне хочется делать, как мне хочется рисовать. Кстати, моя преподавательница по живописи, опять же, на прошлом классе она нам сказала, что мы вообще еще как дети, и мы не можем, вот мои одноклассники, мы сидим, нам всем по 20 плюс лет, плюс-минус, и она такая, вот, вы вообще считаетесь еще детьми, и не стоит говорить, что вот это вот ваш стиль, вы даже еще толком не знаете, что такое ваш стиль, потому что он формируется. Это очень долгий и длительный такой процесс. Но я к нему как пришла, просто я рисовала, и я смотрела на другие работы других людей, как-то я никогда не пыталась как-то целенаправленно изменить свой стиль. Мне кажется, оно само как-то происходит. Как вы считаете, нормально ли часто менять подход к рисованию героев? Типа в один день ты рисуешь плавных и милых мальчиков, в другой день тебя несет на угловатый резкий рисунок с женщиной-диктатором. Такой смешной вопрос. Но это опять же возвращаясь к предыдущему вопросу. Когда ты учишься, это совершенно нормально экспериментировать и пытаться понять, что тебе нравится. И тем более нет ничего такого плохого, то что у тебя одни герои выглядят одним образом, другие другим, потому что все-таки ты пытаешься характер персонажа передать через его дизайн и через то, как ты его рисуешь и как ты его изображаешь. Поэтому, мне кажется, это совершенно нормально. Следующий вопрос. Смотришь ли ты стримы? Если да, то каких стримеров ты предпочитаешь? Есть такой канал, называется Let's Try Korea, и мне очень нравится эта девушка, она снимает видео про Корею,
и она стримы, я смотрю записи стримов с ее канала, там довольно-таки уже давно не было таких стримов, но раньше она записывала довольно-таки много, и поэтому я сейчас пересматриваю все эти записи, и там в основном ответы на вопросы, про готовку она рассказывает, про жизнь в Корее и все такое. Мне нравится, типа, Корея, я там жила какое-то время, поэтому мне интересно, просто мне нравится ее слушать на фоне, вот. Я люблю длинные видео, я люблю стримы, ну, именно записи, потому что их можно включить на фоне и заниматься своими делами. Я вообще в целом редко сижу в тишине. Мне как-то нужно какой-то постоянно звук на фоне иметь, когда я рисую или когда я прибираюсь или еще что-то. Я люблю что-то слушать. Следующий вопрос. Что думаешь насчет того, что для многих ты любимая художница? Спасибо большое. Думала об этом, когда начинала снимать. Я не знаю, типа, я до сих пор, я даже не знаю. Я не думаю, что я прям для многих любимая художница, но мне очень приятно то, что я для вас любимая художница. Спасибо большое. Я не думала об этом, когда начинала снимать. Когда я начинала снимать видео на YouTube, я снимала просто потому, что, вот это прикольная идея, у меня есть что-то, чем можно поделиться, и все, в принципе, поэтому я и делала видео. И в целом мне нравится процесс того, как делается видео, что-то создавать такое, и потом люди на это смотрят, это прикольно. Я никогда не пыталась быть чьей-то любимой художницей. Мне очень приятно, что вы так сказали, спасибо. Следующий вопрос. Окружение художника, какое оно? Я не знаю. Мне кажется, все люди разные, все художники разные, окружение у всех разное. Я думаю, что у меня прям минимальное количество друзей-художников. У меня все мои друзья занимаются вообще совершенно разными вещами. При этом все такие креативные, творческие, но по-разному как бы. Вот моя лучшая подруга одна юристка, другая учится на типа востоковеда или что-то такое. Третья моя лучшая подружка учится на геймдизайне. У меня есть близкие друзья сейчас в универе, которые там анимацией занимаются, такими вещами, но в целом у меня такое ощущение, что меня всю жизнь окружали люди вообще с другими увлечениями. Не знаю, почему так получилось. Наверное, для меня, когда ты постоянно вот в этом варишься, в этом какой-то конкретной деятельности, наверное, хочется с друзьями поговорить о чем-то другом, вот, потому что, как-то сменить обстановку, скажем так, поэтому мои друзья в основном не художники. А еще следующий вопрос тут есть, как придумать цель художественную и не потерять ее. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что мне самой довольно-таки тяжело, особенно в последнее время, как-то быть супер продуктивной и мотивированной, идти к какой-то цели. Конечно, все равно подсознательно ты идешь к этому потихоньку, но мне кажется, самое главное — это вот постоянность, постоянно что-то делать. Я помню, когда я, допустим, начинала вести канал, в какой-то момент я такая: ой, я хочу 100 тысяч подписчиков, или я там хочу 200 тысяч подписчиков, и там типа такого. И поэтому я написала план, что мне нужно для этого сделать, как часто мне нужно делать видео, например. Это тоже, считай, художественная цель, можно сказать. И вот так. Я думаю, точно так же и в плане рисования. Напишите себе план, как можно дойти до того, что вы хотите. Допустим, вы хотите научиться прикольно, классно рисовать обнаженную натуру и правильно изображать анатомию и все такое. Тогда напишите ваши самые слабые стороны, то, что у вас сейчас хуже всего получается. Это то, как я бы сделала, да? И типа, что, над чем надо работать, какие-то дедлайны можете себе поставить. Я думаю, как-то так. Планируешь участвовать в каких-нибудь творческих проектах в ближайшее время? Я хочу делать интервью с художниками. У меня есть уже несколько вариантов, с кем можно записать интервью. Так, пока что я на таком перерыве от проектов. Следующий вопрос. Какая деятельность помимо рисования тебе очень нравится или несколько? Я люблю рисовать. Я люблю в последнее время учусь играть на фортепиано, очень редко, но мне очень это нравится. Я люблю готовить. Мне очень нравится готовить. Я не очень хорошо делаю вот это все, что я сейчас перечисляю, но мне это интересно. Последний год я изучаю архитектуру в универе. Конечно, это тоже связано с рисованием, но мы там еще делаем модели, схемы всякие рисуем, планы. Мне это нравится. Будут ли видео с туториалами? Если вы хотите, я могу снять. Напишите, какие бы вы хотели туториалы видеть на моем канале. Следующий вопрос. Рина, когда оживится канал по видеоиграм? Честно говоря, я не планирую пока что снимать летсплеи. Для тех, кто не в курсе, я раньше снимала
летсплеи, и вообще этот канал тоже начался с летсплеев по Симсу и по Лиге Легенд и по другим играм, но сейчас я пока что не планирую, потому что это очень много времени занимает. Честно говоря, у меня нет такого интереса пока что. Возможно, в будущем, может быть, я снова займусь этим, я пока не знаю. Я в последнее время вообще редко играю в видеоигры, иногда играю в Лигу Легенд, ну и все на этом, в принципе. Следующий вопрос. Как за все время ведения канала у тебя изменились интересы? Изменилось очень много всего, и при этом как будто бы ничего не изменилось. Очень много всего произошло за вот эти все года, пока я вела мой YouTube-канал, поэтому я думаю, я стала более зрелым человеком, но именно мои интересы, они, в принципе, сохранились. Я как и любила кей-поп, так и люблю его, рисование, изучение иностранных языков, путешествия. Ну, вот такие мои основные интересы, я думаю, они остались. Будут ли еще совместные видео с другими художниками? Я вчера вечером пересматривала ваши видео с Мишей и Симарт. Да, у нас было такое совместное видео. Я бы очень хотела снять. Мне очень нравится снимать совместные видео. Это очень редко у меня происходит, потому что нужно подготовиться. И еще из-за того, что я живу в другой стране, часто разница во времени есть, поэтому редко получается, но я бы очень хотела. Если хотите, пишите, с кем мне снять совместное видео. Также меня попросили снять туториал по макияжу, и мне написали, что я прекрасна. Я сейчас, мне кажется, покраснею от всех ваших комментариев, добрых слов, которые я читала, пока сохраняла эти вопросы. У меня уже есть туториал по макияжу, вот. Я не супер сильна в макияже, тем более в туториалах по макияжу. Для этого есть бьюти-блогеры. Но да, я обожаю делать макияж. Я иногда делаю его просто так. Даже когда никуда не собираюсь, я просто сижу, крашусь, потом сижу и смотрю YouTube с full face makeup. Вот. Но спасибо большое еще раз. И последний вопрос. Если начать рисовать, предположим, в 13, это не слишком поздно? Мне кажется, что в 13 это совсем не поздно. Я пошла в художку, когда мне было 11. Я знаю людей, которые начали рисовать вообще в очень сознательном возрасте, то есть там 18-19 лет и так далее. И это, мне кажется, вообще не важно. Конечно, я думаю, чем раньше, тем лучше. Но вообще, в целом, я и раньше получала такие вопросы, типа, начать рисовать в 20, это поздно или нет? Как думаешь, стоит ли начать рисовать? Мне уже 20 с чем-то лет. Я думаю, боже, ребят, ну что за вопросы? Нужно всегда делать то, что вы хотите. Какая разница, типа, нет таких рамок, такого нет понятия. Это же не больно там профессиональный какой-то спорт, типа, или балет, в который нужно обязательно идти в 5 лет, иначе ты не сможешь там чего-то добиться. Это же, вообще от вас зависит. Вот. И я уверена, что в любом возрасте можно начать заниматься чем угодно и улучшать как-то свой навык в этом. Главное, чтобы вам было интересно, главное, чтобы вам нравилось. Я думаю, что тогда все получится. Так что я думаю, что не поздно. В 13 точно не поздно. Вот. Что ж, на этом, наверное, все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите какие-то, может быть, у вас еще есть вопросы. Я сниму еще ответы на вопросы. И напишите, какие бы вы хотели видеть туториалы или еще какие-то видео на моем канале, потому что я хочу возобновить ведение канала все-таки. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.